Все, плечевые швы выполнены. И самая большая часть и трудная из-за выреза горловины связанная. Теперь нам нужно связать рукава. По готовой части мы уже можем отмерить, какие рукава нам нужны. Здесь по задумке рукава широкие. Я просто вот, к примеру, складываю вот так, да, и смотрю, какая ширина мне нужна. Складываю, смотрю, какая мне ширина нужна, и, соответственно, набираю столько петель. Смотрите, ориентируйтесь, чтобы у нас по узору точно так же вот заканчивалось и начиналось, как в схеме, да, чтобы нам было проще вывязывать. И мы точно так же набираем на рукав и вяжем его просто ровно вверх. Так как у нас уже вот эта часть полностью готова, мы ее примеряем и смотрим, насколько у нас здесь опускается плечико. И мы уже можем прикинуть рукав, который мы вяжем. Допустим, вот примерили на себя и прикладываем рукав к руке. Это рукав. Ширину я выбрала, как я говорила. У меня здесь 3 ромбика. Вот эти вот входят. И я провязала вверх 5 ромбиков, да? Здесь у меня получается локоть, вот здесь вот где-то уже чуть выше локтя. И если я буду провязывать дальше вот так вот вверх, то вот этот рукав к подмышке он будет узковат, а мне он нужен широкий. Поэтому здесь я начну делать прибавление. Так, вот довязала ряд, провязываю 2 воздушные петельки. И из вот этой первой петельки я просто вывязываю столбик с накидом. Вот. Получилось у меня из одной петельки 2 петли. Дальше все провязываю по узору. И в конце я сделаю то же самое, в конце ряда, вот здесь вот. Из вот этой вот кромочной петли я вывяжу 2 столбика с накидом. Когда я пойду в обратном направлении, эти все петельки, вот этот прибавленный столбик и кромочный столбик провязываю. Таким образом у меня будут делаться прибавления. Буду делать прибавления через 1, через 2 ряда. Буду смотреть, чтобы не слишком резко у меня шли прибавления, а плавненько. Если хотите, можно вот эти прибавленные петельки, которые у вас будут, вязать просто столбиками вот с накидом, чтобы не путаться. А можете подстраивать уже узор. Кому как хочется, в зависимости от сложности. Если вам не сложно, то подстраивайте узор. Если вам сложно, то можете не подстраивать, а просто провязывать столбики с накидом. Эта часть у нас уже идет под рукой. Она, в принципе, так незаметна. Вы же не будете с поднятыми руками все время ходить. Поэтому... Ну и неаккуратного в этом тоже ничего нет. Поэтому смотрите, как вам удобно, так и провязывайте. И мы так провязываем вверх оставшуюся часть рукава. Большую часть мы связали, да, вот, ну вот я связала больше локтя. Можете чуть-чуть ниже, в зависимости от толщины вашей руки, можете раньше начать прибавление. Я вот как раз у меня локоть, и после локтя начинаю прибавление. И... надеваю джемпер, примеряю и прикладываю рукав. Какой длины там рукав достаточен, там и прекращаю вязание. Можете в конце сделать небольшой окат. Я сейчас довяжу длину и посмотрю, буду ли я провязывать окат, как вообще вот это вот все сядет. Буду ориентироваться на примерку. Я закончила вязать рукав. В высоту у меня получилось 7 ромбиков. И вот с того места, как я сказала, где я начала прибавление, да, по одной петельке, по одному столбику, вот с этого места начала по одному столбику прибавлять с краев. Получается, я прибавляла через каждые 2 ряда, и у меня здесь буквально несколько прибавлений. 1, 2, 3. У меня здесь всего получилось 4 прибавления, так как я прибавляла через 2 ряда, чтобы резкое увеличение у меня не было по краям. Прибавляла через 2 ряда, и получилось очень плавно. В зависимости от того, насколько раньше вы начинаете вот здесь вот прибавление, можно было и пораньше. У кого размер побольше, можно прям хорошо пораньше начинать прибавлять. У меня здесь еще ширина подходящая, дальше уже нужно увеличивать. И совсем немного получилось у меня здесь прибавлений.
И что мне даже не пришлось здесь подстраивать узор. И здесь вот просто столбики с накидом. И вот эти столбики здесь с накидом, несмотря на то, что вот здесь уже можно было бы начинать подстраивать узор, но здесь дырочки возле шва в принципе не нужны. И несмотря на то, что вот тут вот эти столбики, все равно все красиво, гармонично смотрится. У меня получилось совсем немного прибавок, но ширина общего полотна все равно увеличилась. И теперь вот здесь вот ширина достаточная для меня. А теперь точно таким же образом мы вяжем второй рукав. Прибавление начинаем на том же месте, где мы начали их вывязывать по этому рукаву. Столько же прибавлений, естественно, делаем. Все у нас должно быть одинаково. Вот я связала второй рукав, оба рукава у меня готовы. И теперь мне осталось их пришить. Я укладываю по лицевой стороне, будем шить таким вот образом, раскладываю джемпер. Как обычно мы пришиваем рукава, так мы и будем пришивать. Беру рукав и прикладываю. Здесь у меня одинаковое количество петель по обе стороны, поэтому центр здесь высчитывать не нужно. Но если вы сомневаетесь, то тогда у себя можете пересчитать. Нам здесь понадобятся маркеры, и мы будем этими маркерами скреплять рукавчик, чтобы у нас ничего никуда не убежало. Можете взять такие же, как у меня, как булавочки, либо другие пластиковые маркеры, без разницы. Теперь мы распрямляем рукавчик и дальше смотрим, до какого момента у нас он здесь вышел. Также скрепляем маркерами, но здесь мы должны обязательно прям вот одну сторону прикрепили, да, все ровно разровняли, прикрепили. И посмотрели, до какого момента у нас идет здесь вот рукав. То есть 1, 2, 3 ромбика. Считаем 1, 2, 3 ромбика. И здесь у меня между вторым и третьим рядом, получается, идет вот здесь, да, вот к этому месту прикрепляю. У нас все должно быть симметрично, чтобы одинаково было и ровно пришито. Также я скреплю вот здесь посерединке и еще один маркер вот сюда. Здесь также нам нужно посмотреть, на каком моменте, к какому моменту прикрепляется. Здесь то же самое, у нас все ровненько должно быть. Поэтому все здесь хорошо считаем, прежде чем начинать сшивать. Теперь нам понадобится игла и нить. Будем сшивать вот эту часть. Нить я беру большего размера на всякий случай. Больше сшиваемой поверхности. Так. Можно в 1,5 раза больше взять. Обрезаем ниточку. И вставляем ее в иглу. Теперь я убираю вот этот центральный маркер. Начинаю отсюда, от плечевого шва. И вытаскиваю ниточку таким вот образом. Отмеряю, делю ее ровно напополам. Вот. И вот эту одну часть оставляю. Эта часть у меня пойдет на сшивание вот этой части рукава, а вот этой ниточкой я буду сшивать эту часть рукава. Буду двигаться от центра, от плеча в обе стороны, чтобы у нас все равномерно пришилось. Так, центр у нас вот здесь. Буду идти под 2 петельки обычным матрасным швом, как мы часто это делаем, по вязанию спицами и по вязанию крючком.
Смотрите, куда вам удобно здесь заходить. У нас здесь столбики с накидом по краям. Вот прям внутрь столбика я захожу. А здесь я захожу вот сюда вот под обе стеночки петли столбиков без накида. Здесь выравниваем все. Ниточку здесь не вытягиваем, так как эта часть у нас такая же длиной, как и эта, и она у нас остается для той части рукава. Вот, все мы сшиваем. Вот здесь у меня уже такой вот ровненький шовчик получается. Когда мы сошьем сейчас в эту сторону, затем переоденем иглу сюда и сошьем в эту сторону, и затем уже мы будем подтягивать ниточки с двух сторон и вот этот вот шовчик распрямлять. То же самое мы сделаем с другой стороны, со вторым рукавом, и точно такой же шов мы потом проложим внутри рукава, чтобы сшить рукав, да, и боковые швы джемпера. Точно таким же матрасным швом будем сшивать. Я уже полностью сшила джемпер, пришила рукава. И, кстати, там не сказала, но рукава можно пришивать, как обычно я пришиваю, захожу именно на рукаве внутрь петельки. Вот у меня здесь получилось вообще незаметное соединение из-за того, что я заходила под обе стеночки петли. Можно заходить внутрь петельки, и получится вот здесь вот такая вот полосочка, отделяющая именно рукавчик. Если вы хотите такой рельеф, то пришивайте за одну стеночку петли, входите внутрь лицевой косички. Таким образом я пришивала рукава у многих изделий. Посмотрите. Также я сшила рукава уже, вот все ровненько, подгоняла ряд к ряду здесь, чтобы у нас все ровно было. И также сшила боковые швы джемпера. Вот они. Вот все у нас здесь, узор продолжается. Шов не бросающийся в глаза, тоже подгоняла ряд к ряду. С этой стороны тоже все сшито. И теперь нам осталось только оформить горловину. Так, беру свой рабочий крючок, ниточку и присоединяю вот с этого края. Это у нас, если надевать на себя, левая сторона, вот здесь вот уголок. Присоединяю к этому месту, и сейчас мы будем здесь прокладывать тамбурный шов полностью по всей горловине, вот так вот вокруг. Воздушную петельку я делаю двумя ниточками, а дальше эту ниточку уже оставляю и буду идти по краю горловины соединительными петельками. Захожу, вытаскиваю ниточку и вытаскиваю в петлю. Захожу, вытаскиваю и вытаскиваю в петлю. Смотрите, не наделайте слишком много петелек, но и не стягивайте край. Идите прям, смотрите, чтобы краешек у вас был ровненький. У нас вот такая вот косичка образуется по краю. У нас здесь столбики, если сейчас мы вяжем поперек, да, связаны. Мы сейчас идем их обвязывать по горизонтали, поэтому нам здесь нужен ровный край. У нас здесь по краю идут либо петли подъема, либо столбики с накидом, и поэтому мы входим прям вот в сам столбик. Иду в каждую петельку, смотрю, чтобы у меня не стянуло и не пошло волной вот здесь, чтобы здесь все аккуратно было. Сами вот эти петельки не затягивайте, соединительные петли очень стягивают край, это я постоянно говорю. Поэтому я делаю их больше, чем мой крючок, чтобы край у нас не стягивался. Вот видите, идет по краю косичка. Если вот так вот посмотреть, полотно остается под косичкой, а сверху идет косичка. И эту косичку, этот тамбурный шов, я прокладываю полностью. Прихожу вниз. Здесь у нас вот эта часть, здесь тоже прокладываю. Затем иду наверх до вот этого уголка. И вокруг горловины
опять же возвращаюсь вот сюда, откуда я начала. Еще важно, вот здесь вот количество петель, какое у вас по краю получается, по этому краю точно такое же количество петель делайте. От вот этого уголка до этого уголка, вот это не считаем мы, здесь свое количество петель. Именно вот эта полоса и вот эта, они должны быть одинаковые, чтобы у нас планочки были одинаковые. Вот если здесь 21 петля получилась, вот у меня 21, значит здесь тоже я провязала 21. Даже если получается больше либо меньше, то я либо сокращаю, либо прибавляю, чтобы одинаково было. А вот здесь вот, когда мы приходим на эту часть, где у нас вот эта часть, где у нас петельки, дальше у нас снова пойдет вертикальные столбики, а именно где горизонтальные петельки, мы проходим под обе стеночки, чтобы у нас поверх была одна вот эта вот косичка. Здесь можно вот так зайти, где воздушные петельки внутрь, а где столбики, вот так под обе стеночки петли мы заходим. Вот. И также поверх у нас вот такая вот косичка. И также вот эти детали, смотрите, здесь вообще у нас одинаковое количество петель, но при обвязке можно, конечно же, связать разные. Старайтесь, чтобы здесь также было одинаковое количество петель, чтобы от этого края до плечевого шва и здесь мы пойдем вот сюда, от плечевого шва до этого края было тоже одинаковое количество петель, чтобы у нас горловина равномерная была. И то же самое по спинке, когда мы спускаемся от плечика вниз, одинаковое количество петель. Здесь сколько петель есть, столько и провязываем. И от уголка до плечика также одинаковое количество петель, чтобы у нас нигде не было перекосов, перевесов, где-то больше, где-то меньше петель. Нам нужно вот эти все части, чтобы у нас все одинаково было тут. Я обвязала по кругу. Вот, посмотрите, проложен тамбурный шов, косичка по краю. И пришла туда, откуда я начала. Здесь у меня вот ниточка. И теперь я буду вязать только одну планочку, вот эту планочку. И она у меня будет шириной вот с это место. Вот здесь мы оставляли место между двумя планочками. Она у меня будет шириной, вот сколько здесь, 2 сантиметра примерно. И что я делаю? Сейчас вот я пришла в начало ряда, я делаю одну воздушную петельку подъема, и теперь мы идем по вот этой косичке, которую мы проложили. Заходим не под обе стеночки, а только под одну и прокалываем вместе с ней полотно джемпера. Я делаю накид, захожу в петельку в первую, в центр косички, подхватываю рабочую ниточку, придерживаю пальчиком петельку и через накид и через петлю пропускаю. Планку будем провязывать соединительными столбиками без накида. Это то, что я сейчас провязала. Снова делаю накид, захожу в следующую петельку. Вот видите, петля? Вот она, вот она. Захожу внутрь нее, подхватываю полотно вместе, не поверх петли, а вместе с полотном. Втаскиваю рабочую нить и просовываю ниточку. Накид, следующая петля. Внутрь захватываю полотно, провязываю накид, провязываю накид, иногда бывает зацепляется вот так ниточка за накид, можно крючок развернуть в другую сторону и вот так вот провязать. Так, здесь у меня была 21 петелька, вот 21 петлю я и провязываю. Можно ставить маркер в начале ряда. Я никогда не ставлю, но если вы путаетесь, либо вам нравится ставить маркер, чтобы не путаться, то тогда ставьте.
Я не пользуюсь, поэтому даже про них забываю. Так, еще несколько петелек осталось у нас. Все, я дошла до низа. Дальше у меня уже идут горизонтальные петельки вот этой части. И дальше снова подъем, да? Можно прям петельки пересчитать. Вот у меня была 21 петля, я провязала 21 петлю. Теперь я делаю одну воздушную петельку подъема и поворачиваю вязание. Теперь иду такими же соединительными столбиками с накидом в обратном направлении. Захватываю полотно за заднюю стеночку петли. Не под обе стеночки, а вот она у нас задняя стеночка. Подхватываю, провязываю накид, подхватываю, провязываю накид, подхватываю, провязываю. Либо так, либо разворачивая крючок. Также провязываю 21 петельку, можете прям считать, если путаетесь, до вот этой вот самой первой петли. Снова делаем воздушную петельку подъема, разворачиваемся, провязываем в обратном направлении за заднюю стеночку петли. Провязываем ширину нашу вот этой вот части, чтобы здесь будет всего несколько рядов. Вот смотрите, вот сейчас вот этот ряд я провязала сюда и обратно пошла, да, вот уже ширина какая прибавилась, и она уже половину вот этого отверстия закрыла, да. Смотрим вот так, не чтобы, смотрим, где у нас пошла вертикальная петелька, вот это полотно должно дойти вот сюда, примерно за одну петельку, чтобы не было накладки на вертикальные петли. Провязываем. Тут всего лишь несколько рядочков будет, немного. Петель тут немного, поэтому провязываем самостоятельно. Вот здесь вот вверху самую первую петельку, которая у нас воздушная, можно захватывать за обе стеночки петли, чтобы здесь не было растяжения. Не за одну, а за две. Снова разворачиваемся и идем в обратном направлении. Также за заднюю стеночку петли. И у нас получается красивая резиночка. Вот я провязала 6 рядов. Резиночка вот такая красивая у нас получилась. Смотрите, пока нитку не обрезаю и здесь вот примеряю. Этот край у нас чуть-чуть растянутый, поэтому не растянутый край прикладываем. А вот как раз у меня все ровненько здесь получается. Теперь я ниточку здесь обрезаю, оставляю хвостик большой, чтобы потом спрятать. И все. Эта часть у нас, эта планочка готова. Теперь нам точно такую же нужно связать с этой стороны планочку. Здесь мы начинали вязать сверху, здесь мы будем начинать вязать снизу. Вот эти петельки, которые у нас идут горизонтальные, мы их оставляем здесь и начинаем вот с этих вертикальных петель уже вязать. Я вставляю в первую петельку снизу. Можете от края вот от этого отсчитать столько же петель, сколько у вас было по той стороне. Беру ниточку и также присоединяю воздушную петельку, делаю двумя ниточками и потом хвостик оставляю, а рабочую нить буду вязать. Делаю накид и вхожу также в центр петли, прокалывая полотно, придерживаю и провязываю. Так, здесь петелька немножко вытягивается от вот этой ниточки, подтягиваем, снова накид, следующая петля, провязываю накид, следующая петля, провязываю. Первый ряд мы провязываем, прокалывая полотно. Входим внутрь петельки и прокалываем полотно. Аккуратненько, не спешите.
Провязываем до конца. Также делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и в обратном направлении за заднюю стеночку петли. Провязываем 6 рядов и остановимся вот здесь внизу. 6 рядов, это так же, как у меня здесь провязано 6, здесь я провязываю точно столько же рядов. Если у вас другое количество, то провязывайте свое количество рядов. Я довязала вторую часть. Здесь нам нужно оставить ниточку побольше, так как мы сейчас будем вот эти две части пришивать вот к этой, и поэтому здесь нам нужно оставить ниточку хорошую. Возьмите побольше, чтобы вам точно хватило. Теперь мы эту ниточку просто в петельку высунем и вденем ее в иглу. Все, в иглу вставили. Возьмите так, как вам удобно будет шить. Шить будем по лицевой стороне. И будем захватывать и вот эту планочку, и вот эту планочку. Нам нужно пришить вот к этой части. Также будем захватывать внутрь косички вот так. Вот так вместе с полотном, которое идет под тамбурным швом. Вот у нас идет тамбурный шов поверху. Вот он. И там под ним идет полотно. Будем пришивать матрасным швом. Я ровненько прикладываю. Так, этот край у нас будет здесь. И нам сейчас нужно еще подхватить там нижнюю планочку. Вот так вот просто ее прихватим ниткой. Вот, все, мы сюда присоединили эту планку к этой части. Друг на друга накладываем. Теперь мы вставляем иглу вот сюда, внутрь заходим до этого тамбурного шва. Теперь нам нужно внимательно следить за тем, чтобы у нас вот эти вот две части, можете прям вот так вот их придерживать. И вставляем иглу вот сюда в ниточки вот этой вот верхней планки, прокалываем нижнюю планку, затем прокалываем снова нижнюю и верхнюю. Следите за этим внимательно. И чтобы у нас был аккуратненький шов, подхватывайте аккуратные здесь вот петельки с краю и здесь подхватываем в следующую петельку тамбурного шва. Снова 2, чтобы они у нас ровно были сложены друг к другу. Снова прошиваем планочку и снова прошиваем петельки тамбурного шва. Идем в каждую петлю здесь. Не получается просто держать все время планку, но поправляйте. Идем в следующую петельку, заходим на планки и потом заходим в следующую петельку тамбурного шва. У нас, так как мы подтягиваем, он тоже сюда подтягивается. Вот он, как бы внутрь сейчас уходит у нас немножко. Поэтому следим за этим внимательно, где наша петля. Снова в петельки планки. Идем одинаковым шагом. Не так, что здесь мы больше захватываем, здесь меньше, а вот идем одинаковым, чтобы они вот здесь вот у нас внизу совпали. Так, снова в тамбурный шов. Так, здесь у нас уже конец. Захватили обе планочки и здесь захватываем последние петельки тамбурного шва.
Вот как мы сшили. Получается, одна петля вот эта тамбурного шва, она у нас вот здесь вот идет по краю. Если вдруг у вас здесь какая-то неровность получилась где-то с какой-то стороны, вы можете сейчас вот, например, ниточку вот эту мы будем уводить наизнанку, и так заходим в какую-то петельку, и там, если вдруг у вас вот это уголочек остался, подцепите его также, чтобы уже вместе их сшить. Все, вот здесь мы теперь уже ниточку закрепляем. Но если у вас здесь, к примеру, в начале ряда, либо где-то осталась какая-то неровность, вы можете с изнанки вот этой же ниточкой пройти и аккуратненько подшить, чтобы здесь было все аккуратно у нас пришито. И потом уже обрезаем ниточку и прячем. Я вот продела просто нить вот сюда, обратно, и подцепила вот эту самую первую петельку, и вот она, ниточка прошла, ее пришила прям вот к началу планочки. Вот видите, здесь мы начали планку вязать, она у нас должна быть поверх. Кстати, у нас планка на женскую сторону, правая сторона наверх идет левой. И вот сейчас вот эту, так, смотрите, чтобы вот здесь у вас не стянуло этой ниточкой, которую вы пропустили. И вот здесь вот нужно еще одним стежочком закрепить, чтобы уже ничего не вылезало. Проверяем, чтобы здесь было у нас тоже все аккуратно. Здесь тоже проверяем, растягиваем. И все, и здесь можно уже ниточку закреплять. Я закрепляю просто как швейный узелочек, и все, и прячем. Эту нить можно вот в этот шов спрятать, можно в вертикальные петельки спрятать. Прячем. Обычно одинаково, что спицами, что крючком мы вяжем. Туда и обратно. И еще вот сюда пройду в этот шов, чтобы уже наверняка она нигде не вылезла. Все, эту ниточку можно теперь обрезать. Так, здесь у меня еще какие-то ниточки. Все, вот эти планочки вертикальные у нас готовы, которые идут друг на друга внахлёст. Вот. И теперь нам нужно точно так же обвязать полностью всю вот эту горловину. Мы начинаем обвязывать с этого края. Точно так же будем заходить внутрь вот этого тамбурного шва. Здесь его нет, вот где у нас планочки, поэтому здесь мы идем просто в крайние петельки, заходим. Присоединяем последнюю вот эту петельку, ниточку. Также двойной делаю воздушную петлю, хвостик оставляю. И дальше я также соединительными столбиками с накидом иду провязывать по кругу. Вот здесь у нас нет тамбурного шва, поэтому забирайте петельки, чтобы верх был аккуратный. Забирайте не с отверстиями какими-то некрасивыми, ищите красивые петельки, ровненькие, чтобы у нас тут все красиво было. Вот. А дальше у нас уже идут вот петельки тамбурного шва. И в каждую петлю мы заходим, также прокалывая полотно внутрь вот этой косички, забираем полотно сейчас в этом первом ряду. И здесь уже все просто. Мы идем просто по кругу. Приходим к этому моменту. Здесь мы будем провязывать после тамбурного шва. Снова у нас пойдут петельки, которые
вот здесь вот сами по себе, без тамбурного шва. Точно так же, как мы сейчас здесь аккуратно проходили, здесь также проходим аккуратненько. И провязываем столько же петелек здесь, сколько мы провязали вот здесь. Прям посчитайте здесь по планке сколько, здесь столько же провяжите. И разворачиваемся, довяжем до конца, вот сюда вот последнюю петельку провяжем, разворачиваемся и двигаемся в обратном направлении, точно так же, как мы вот эти планочки сейчас провязывали. Все, обвязываем туда и обратно, туда и обратно. Вот смотрите, здесь у меня провязано 6 рядов, здесь я также буду провязывать 6 рядов. Я сейчас провяжу 3 ряда туда и обратно, и затем я примерю. Здесь у нас вот эта часть такая, что она расходится, пока что здесь застежки нет, здесь еще добавится вот столько, да, вязки. И вот когда вы примерите, если у вас джемпер на плечах не держится, вот эта часть прям сваливается с плеч, то тогда как раз по планочке, которую мы сейчас вяжем, нам нужно будет сделать петельку для пуговички в середине. 3 ряда провязали, петелька для пуговички и еще 3 ряда просто провязываем. Петелька для пуговички у нас просто воздушная петля. Одну набираем, одну пропускаем. Здесь пуговичка маленькая. Вот, если не держится. Я вообще не планировала здесь делать пуговицу. Если она будет держаться, то я оставлю так, без пуговицы. В общем, сейчас я довяжу вот здесь вот обвязку по горловине и посмотрю. Я провязала 4 ряда. Решила все-таки еще 2 ряда не вязать, так как ну, здесь достаточно широкая планочка. По горловине такую не хочется широкую. Довязала вот и здесь обрезаю хвостик. Все. Теперь мы прячем все хвостики. Если у вас здесь, к примеру, какие-то неровности, мы при ВТО это все выпрямим. И у нас все будет ровненько и красиво. Кстати, я джемпер примерила. Вот эта часть у меня с плеч не падает, держится достаточно удобно. И поэтому я никакую пуговичку делать не буду здесь. С одной стороны, мне кажется, пуговичка здесь не слишком уместна, может быть какая-то маленькая. Я думаю, что можно пришить кнопочку вот так вот, чтобы она была незаметна. Не пуговичка, а именно потайная кнопка. Даже есть прозрачные кнопочки. Либо вот эти вот крючочки, которые в основном для белья или для потайных каких-то застежек крепятся. Вот так можно будет пришить здесь и здесь и застегивать. Завязки можно было бы, но здесь немного сбоку будет. У нас не вот так вот смыкается планка, поэтому завязки тоже не слишком уместны здесь. Мне кажется, кнопочка или крючочек будут здесь более уместны. Так что, если вы хотите, можете пришить их. Все, теперь мы прячем все ниточки, стираем наш джемпер, проводим ВТО. После этого при ВТО, если есть какие-то неровности, мы все поправляем. Не растягиваем ни в коем случае, а просто немножечко распрямляем все. Распрямляем все наши планочки, все наши края какие-то где-то у нас. Если что-то, шовчики, все хорошенько отпариваем, чтобы наше полотно было идеальное. Как я провожу ВТО, у меня есть отдельное видео, там много полезного. Переходите по ссылочке в правом верхнем углу и посмотрите. Все, я уже постирала и отпарила свой джемпер. И так же, как и всегда, немножечко, когда мы при отпаривании разглаживаем полотно, оно у нас слегка вытягивается и в длину, и в ширину. Поэтому, учитывая этот момент, всегда в любом изделии вяжите длину желаемую и ширину. Сейчас я измерю в сантиметрах. Ширина моего изделия, 50 сантиметров. Длина 66 сантиметров. Ширина рукава 14 сантиметров. Так, длина рукава 52 сантиметра. Но рукавчик для меня длинноват. Но сейчас в моде как раз таки длинные рукава, которые закрывают полностью все пальцы. Вот так можно сказать. Вот у меня получилось как раз вот так. Но для меня это неудобно. Поэтому хочется убрать вот один раппорт. Если вы также любите обычные рукава,
то тогда на рукавчиках можно смело вязать не 7 раппортов, как у меня связано, а 6. Так, измерю еще с обвязкой глубину вот этой части 13 и полностью горловина от плечика до вот этого вот момента 24. Туника получилась свободной, как я и планировала. Вы видели на фотографиях, как свободно сидит. Размер 44-46 получается на свободу, прям свободненько. И изначально я планировала джемпер, хотела не такой длины, но зато сейчас это получилась полноценная туника, и ее можно даже надевать как пляжную тунику, использовать сверху на купальник. Здесь пряжа позволяет в жару надевать, накидывать на купальник. А также, если связать еще длиннее, то можно связать и платье и с ремешком носить. И на эти параметры у меня ушло 7,5 моточков пряжи. Всем, кому мастер-класс понравился, не забудьте поставить лайк. Также присылайте фото ваших готовых работ, это я всегда очень жду. Всем приятного вязания!